Ученые давно задавались вопросом, который волновал их умы и сердца. Можно ли превратить безжизненную и неприветливую пустыню в плодородную, полную жизни землю? Эта тема манила исследователей как свет маяка, указывая путь к новым возможностям. Были ли они способны повернуть ход времени и сделать невозможное возможным? На протяжении многих лет эта пустыня оставалась лишь мертвым пространством, где жизнь была редкой, а выживание стало настоящей борьбой за каждый ресурс, как на войне. Суровые условия пустыни заставляли животных и растения развивать невероятные тактики выживания. Например, карликовые верблюды, которых природа наделила уникальными адаптациями, могли обходиться без воды целую неделю, а их толстые губы предохраняли их от острых колючек, позволяя есть кактусы. Аналогичным образом, игуаны, пересекающие песчаные дюны, в поисках воды и пищи могли пройти многие мили. В это же время кактусы с помощью специальной структуры могли запасать влагу в своих тканях, что позволяло им выживать в условиях недостатка воды. Каждый раз, когда ученые смотрели на эту пустынную местность, в их сердцах росло желание изменить ситуацию, словно в них зарождалась новая надежда. Они обдумывали различные подходы, изучая климатические условия, состав почвы и специфику местной флоры и фауны. Но теперь, спустя годы проведенных исследований и обсуждений, они решили попробовать новое и смелое решение. В ходе своего амбициозного эксперимента, полные надежд и решимости, ученые привезли в пустыню 20 тысяч тонн земли, взятой с плодородных ферм, которые были известны своим высоким содержанием удобрений и питательных веществ. Эта ферма, находившаяся в нескольких сотнях километров от пустыни, использовала органические методы земледелия, и, изучая ее, исследователи надеялись перенести успешные практики на безжизненное плато. Они выбрали богатые почвы, которые не только содержали известные минералы и микроэлементы, но и были полны жизни. Миллионы червей, полезных бактерий и грибов, которые ярко указывали на здоровье данного экосистемного круга. В процессе перевозки ученые следили за тем, чтобы максимально сохранить биологическую активность. Они использовали специальную технику и контейнеры, которые предотвращали разрушение структуры почвы и сохраняли ее влажность. Землю аккуратно распределили по пустынным просторам, создавая равномерный слой, который покрыл песчаные поверхности. Это была настоящая строительная работа, требующая терпения и внимания, и ученые отдавали все силы этому проекту. Каждый участок земли был замысловато разработан, чтобы создать именно ту среду, которая способствовала бы росту жизни. Работы шли месяцами, и ученые с нетерпением ждали первых результатов, взволнованные и полные надежды, что их усилия не будут напрасными. Они понимали, что подобный эксперимент может занять много лет, прежде чем появятся какие-либо признаки успеха. И их ожидания сочетались с легким беспокойством о том, удастся ли им полностью изменить эту среду. Казалось, что сама пустыня испытывала их на прочность. Она проявляла все свои капризы. Однако уже через 6 месяцев стали видны первые изменения, которые стали настоящим чудом. Тонкие, но настойчивые побеги травы начали проклевываться через слой почвы, словно жизнь сказала: «Я здесь, я готова к борьбе». Этот момент стал переломным в истории пустыни. Жизнь, столь редкая в этом безжизненном месте, начала возвращаться, как когда-то после долгой зимы приходит весна. На этом этапе ученые начали замечать, как микроскопические организмы, такие как бактерии и грибы, начали восстанавливаться вместе с растениями, создавая сложные взаимосвязи, которые обогащали почву. Эти организмы улучшали структуру почвы, делая ее более рыхлой и способствующей удержанию влаги. Впервые за долгие годы просторы пустыни стали напоминать о том, что в них может расти жизнь. Трава не просто росла, она постепенно перегнивала в почве, насыщая ее полезными веществами и создавая благоприятные условия для будущих растений.
Это было как первое дыхание надежды. Первый, но жизненно важный шаг на пути к преобразованию пустыни. Благодаря непрекращающемуся вниманию к каждому элементу экосистемы успела сформироваться настоящая сеть жизни, включающая опылителей, таких как пчелы и бабочки. Мелкие создания, чья работа становится незаменимой в ходе этого удивительного процесса. Прошло 5 лет, и результаты превзошли все ожидания, старательно сложенные исследователями. Огромная часть пустыни была покрыта не только травами, но и разнообразными растениями, делая эту местность насыщенной и живой. Ученые обнаружили, что даже редкие виды растений, когда-то считавшиеся исчезнувшими, вернулись на эту землю. Исследования показывали, что коллоидные структуры, образующиеся корнями растений, помогали удерживать влагу в почве, приводя к стабилизации нового микроклимата. Вода, ранее затоптанная песками, теперь могла удерживаться в слоях, и это молчаливое возвращение света и жизни дало возможность целым экосистемам возрождаться. Картина пустынного ландшафта изменилась до неузнаваемости. Где раньше тянулись лишь безжизненные песчаные просторы, теперь цветные поля и зеленые заросли растений наполнили пустыню жизнью, как если бы сама природа с улыбкой решила восстановить справедливость. Ученые продолжали свой эксперимент, продолжая внедрять новые методы и подбирая оптимальные условия для роста. Каждый из них стал исследователем в своей области, проводя многолетние наблюдения за тем, как разные виды растений взаимодействуют друг с другом и как они могут наилучшим образом адаптироваться к условиям данного региона. Они проводили исследования, анализируя, какие растения лучше всего укореняются в новой экосистеме, а также как различные насекомые могли бы помочь в опылении. Успех в этих областях стал важным шагом к созданию устойчивой экосистемы. Благодаря этим образцам растений и насекомых экосистема обогащалась, становясь более активной и самодостаточной. В то же время ученые организовали семинары для местных фермеров, обучая их новым методам управления растениями и устойчивого сельского хозяйства, которое способствовало бы устойчивому развитию этого региона. Местные жители, ранее отчаявшиеся в своем существовании, начали вновь гордиться своим родным краем, принимая участие в этой волшебной трансформации. Совместно с учеными они проводили акции по посадке растений и восстановлению экосистемы, превращая унылые часы труда в увлекательные игры, полные новых идей и открытий. Их усилия также способствовали созданию новых кооперативов, которые занимались продвижением экологически чистой продукции на рынках. Это привлекло внимание правительств не только в стране, но и за рубежом. Программы восстановительных мероприятий начали получать финансовую поддержку на международных конференциях по экологии и климату. Собранные данные и анализы фактов наглядно демонстрировали, что опыт, извлеченный из этого проекта, может быть перенесен и на другие, похожие регионы, страдающие от опустынивания. Данные исследователей служили основой для международных инициатив по восстановлению биома в других странах. Однажды, на этапе финального отчета, ученые увидели, как укоренившиеся экосистемы начали оказывать влияние на климат, поскольку растений стало достаточно, чтобы производить кислород и очищать воздух. Это не просто была борьба за выживание, это была победа природы и человечества над гнетущими картинами безжизненных просторов. Вот такая удивительная история, полная смелости, надежды и преодоления преград. Это пример того, как усилия группы людей могут изменить весь ландшафт, как физический, так и культурный. Этот проект стал показателем того, что, объединив опыты и знания, можно достичь больших результатов и преодолеть глобальные вызовы, стоящие перед человечеством. Дорогие друзья, если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Здесь вас ждет еще много интересных историй, которые вдохновят вас и дадут новые темы для размышлений. Ваше внимание и поддержка – это наше топливо для дальнейших приключений.